Всем привет! С вами канал Филиппинские истории, Артем и Хелен. Наше сегодняшнее видео о том, как жить на Филиппинах с бюджетом $1000. Дело в том, что мы сами живем с бюджетом $1000 и покажем вам, на что вы можете рассчитывать с этим бюджетом. Мы покажем вам свой дом, который снимаем за $330. Мы покажем вам, какие мы покупаем продукты, что готовим, какой мобильной связью пользуемся, наши затраты на электричество, воду. В общем, все подробности для вас. Мы надеемся, этот ролик будет вам полезен, если вы планируете переехать на Филиппины. Первое, что вам следует знать про жилье на Филиппинах, это то, что Филиппины можно разделить условно на 3 локации. Первая локация – это большие города с самым дорогим жильем. Второй тип локации – это пригороды, что-то среднее между провинцией и городом. И третье – это, конечно, провинция, это так называемые деревни. И стоимость аренды жилья там может быть совершенно разная. Итак, стоимость аренды в больших городах, если мы говорим про студии, стоимость аренды студии в среднем где-то 18 тысяч филиппинских песо. Это вот снять студию в кондоминиуме. Если мы говорим про однокомнатные квартиры, ценник возрастает уже до 25 тысяч филиппинских песо, двухкомнатные от 30 тысяч филиппинских песо и домики вот вроде этого примерно от 30-35 тысяч филиппинских песо и выше. Это то, что в больших городах. И, разумеется, люди, когда приезжают на Филиппины в первое время, они переплачивают, потому что они хотят жить в большом городе со всей инфраструктурой, с барами, с ресторанами и так далее. Но потом они переезжают в пригород. Например, мы сейчас находимся на Мактане. Мактан – это небольшой остров рядом с островом Сибу. И, соответственно, добраться от Мактана до Сибу на такси занимает, в зависимости от места, где вы живете на этом острове, от 20 до 40 минут, если без пробок. Если с пробками, то, конечно, значительно подольше. Но здесь есть огромный плюс. Здесь огромное количество домов, потому что на них огромный спрос. Смотрите, дом $330. За эти деньги в Сибу, в 20 минутах отсюда, ты можешь снять маленькую комнатушку на 15 квадратов. А здесь целый дом. Ну вот поэтому люди сюда и переезжают со временем. А если пробежаться по ценам, в пригороде они примерно следующие. Маленькая комнатка-студия 1010 филиппинских песо. Однокомнатная квартира 15 тысяч филиппинских песо. Двухкомнатная квартира 20 тысяч филиппинских песо. И дома совершенно разные. Можно найти за 15 тысяч филиппинских песо и за 40 тысяч филиппинских песо, если вы, например, хотите жить в большом доме со своим бассейном. Ну и в конечном счете остается провинция. Провинция – это деревня. И там дома очень дешевые, потому что там нет кондиционеров, дома созданы практически из соломы, и стоимость их аренды может начинаться там, от $30-50. Вы можете за $100 двухэтажный домик снять, опять же, без кондиционера и без водопровода. В общем, дешево и сердито для бюджетных путешественников. Обратили внимание, да? Какого цвета домик? Розовый. А все почему я живу в розовом домике? Потому что вот эта милая особа любит розовый цвет. Ну, желание девушки. Любимый закон, так что розовый домик, выбор сделан. Как вы видите, здесь есть небольшой дворик. Здесь можно посадить цветы, жарить шашлычки с друзьями. В общем, приятно проводить время. Не то, чтобы здесь много пространства, но как минимум его хватает. Также здесь есть место для мотоцикла и небольшой навес даже с лампочкой. И даже место под машину. Ну и сзади там стоит стиральная машина. И тоже небольшой дворик, но я вам показывать не буду, так как туда я скинул весь мусор. Так что уж извиняйте. И сейчас время посмотреть, что находится внутри этого домика. Кстати, немаловажный момент, будете снимать домик, вот обязательно берите с такой сеткой. Потому что, как вы понимаете, это природа, а на природе много мушек, комаров, и спать с ними, ну, не очень комфортно. Залетаем. Вот сейчас я покажу вам внутреннее пространство и скажите, на что в первую очередь вы обратили свое внимание. Верно! Это то, что эта квартира полностью мебелирована. Это дом полностью мебелированный. То есть это диванчик, холодильник,
даже вот эта плита, чайник здесь были изначально. Я сюда докупил только вот, привез кофемолку, потому что я не могу жить без кофе и без Филиппин. И также компьютер, на котором нужно монтировать ролики. Здесь также есть приблуда вроде ультрафиолетовой лампы, но она вроде бы не работает. Ну и в общем и целом довольно-таки уютненько. Это первый этаж. Давайте я вам еще раз его покажу. Вот прямо от двери. 18,5 тысяч филиппинских песо. Довольно большая гостиная. Можно жить даже небольшой семьей с 2 детьми. Будет не очень тесно. Здесь находится туалет. Сразу предупреждаю, у меня там не прибрано, но что поделать. Я показываю жизнь на Филиппинах, как она есть. То есть душевая, унитаз, ванная. Мы используем ее как уборочную, так как 2 туалета нам нафиг не нужно, так как мы живем вдвоем. И самые внимательные зрители уже заметили, что здесь, в этой комнате довольно большой, нет кондиционера. А жить без кондиционера на Филиппинах довольно-таки сложно. И что я делаю? Я использую вот этот вентилятор. То есть я когда сижу, кушаю, направляю его в спину, и он как-то меня обдувает. Ну, в общем и целом, это фигово спасает на самом деле. И если вы вообще не переносите жару, ищите домик, где будет кондер на 1-м этаже. Это будет жрать электричество, прям так прилично, но зато будет намного комфортнее, и ваше настроение будет лучше. Если вы более-менее уже привыкли, акклиматизировались, то вам будет, вероятно, достаточно кондиционера в вашей спальне. Так же, как и мне. Кстати, пойдемте глянем спальню. Спальня находится на 2-м этаже. Лесенка удобная. Планировка. Здесь большая спальня. Для взрослых здесь маленькая спальня для детей. Мы ее используем как кладовую. И туалет. Рассмотрим все эти 3 помещения поподробнее. Вот у нас тут стоят коробки. До сих пор не разобрали. Опять же напоминаю, практически все здесь было изначально. Здесь даже стояла кровать, но она была не очень удобная. Поэтому мы решили спать на полу. Так гораздо комфортнее. Так, общая панорама. Столик, кровать, телевизор тоже был изначально. И 3 больших и светлых окна. С довольно, кстати, неплохим видом. В тихом месте. И здесь уже есть кондиционер. И вот это чудо техники меня спасает. Берите инверторные кондиционеры, они сэкономят вам много электроэнергии. Ну или арендуйте дома с инверторными кондиционерами. Спальня не такая уж и интересная, но я думаю, вы представили размеры помещения. В этом помещении находится кладовая. Тоже с кондиционером. В принципе, жилое помещение. Если мы будем заводить детей в этом доме, то мы можем поселить их здесь. И осталась ванная, и я расскажу вам про стоимость электроэнергии и других затрат. Вот ванна, душ везде, как и везде в Азии. К сожалению, ванн здесь нет. Очень сложно найти жилье с ванной. Так что везде душ, унитаз. Вот, извините за бардак, так скажем. Спускаемся вниз и перейдем к конкретике. И несмотря на то, что стоимость аренды – это самая большая статья расходов, стоит также обратить внимание на стоимость электроэнергии. Потому что она, к сожалению, не дешевая. В этом доме стоимость 1 киловатта, как вы думаете, сколько? 15 филиппинских песо, а кое-где и 20. И это может выливаться в довольно большую сумму. 100-200 долларов и даже выше, если у вас большая семья и везде есть кондиционеры. И если у вас ограниченный бюджет, то стоимость электричества порой может помешать вам в него уложиться. Что же касается стоимости воды, то она здесь довольно дешевая, так как Филиппины, и составляет 1000 филиппинских песо в месяц в среднем, вот в доме. Да что в доме, что в квартире
Мне кажется, у них какие-то базовые ставки, просто плати 1000 филиппинских песо, и вот тебе воды сколько ты хочешь. Также частый вопрос – это интернет. Есть ли здесь интернет? Смотрите, какой вам что-то покажу. Живем в домике на острове, в середине острова. И вот роутер нормальный, с проводным интернетом. И все. Так что, ребят, программисты, если вы хотели ехать на Филиппины, хотели снять домик и думали, что здесь нет интернета, здесь он есть. Его стоимость довольно-таки небольшая. Безлимит, ну вот как в России, 50-100 мегабит в секунду стоит примерно 1000-1500 филиппинских песо за месяц. Итак, возможно, вы уже на этом моменте решили ехать на Филиппины и думаете, ладно, я приезжаю на Филиппины, как мне найти такой замечательный домик за такую стоимость? Вообще есть два варианта. Первый способ, которым пользуются местные и прошаренные путешественники. Вы открываете Facebook, там есть вкладка Marketplace. Нажимаете туда, выбираете раздел аренды и выбираете локацию, в которой вы хотите найти жилье. Ну и все, нажимаете поиск. Можете там вбить one bedroom или studio room или house и посмотреть, какие варианты есть. Но вот самый лучший способ, вы просто берете тут тук-тук, мотобайк, такси и просто ездите по вилледжам, по коттеджным поселкам и смотрите дома. На тех домах, которые сдаются, обязательно, ну не обязательно, но как правило, находится баннер, большой баннер House for Rent, либо House for Sale. И все, вы подъезжаете, звоните, хозяин дома, как правило, находится уже в доме, и сразу смотрите, вы сможете договориться с хозяином о цене, об условиях, потому что условия тоже бывают разные. Например, на Филиппинах стандарт, при заселении вам нужно платить 2 месяца депозита и 1 месяц аренды. То есть это и к тому, что домик за $330 при заселении будет стоить $1000. Дайте вам $600 отдадут, когда вы будете выезжать. Наверное, отдадут. Но это я к чему? Вы можете поторговаться с человеком, понимаете, заселиться с минимальным депозитом или вообще без депозита. Конечно, вам придется для этого пообщаться с ним. Ну и, как вы понимаете, не на русском языке, на английском. Поэтому английский для путешествий must have. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить вас на Филиппины изучать английский язык в школу, где я работаю менеджером. Вы прилетаете на Филиппины, и я встречаю вас в аэропорту. Школа заселяет вас в комфортабельный кампус с бассейном, с тренажерным залом, с трехразовым питанием. От 4 до 8 уроков быстро прокачают ваш уровень владения английским языком. Быстро, действительно, потому что все это происходит в языковой среде. На Филиппинах вы будете учить английский с удовольствием. Ну и, конечно же, осмотритесь и поймете, как здесь все работает. Это лучший способ начать жизнь на Филиппинах, либо просто провести время с пользой. Так что, если вас вдруг вопрос интересует, то пишите мне на почту artemsibu@yandex.ru, либо напрямую в телеграм-чат @artemsibu. Я созвонюсь с вами, отвечу на все вопросы. Ну и welcome на Филиппины учить английский. And now let's go to supermarket to see the price. Сколько стоят продукты на Филиппинах? Ну и пока мы идем до супермаркета, расскажу вам пару интересных фактов, как обстоят дела с жильем на Филиппинах. Вообще иностранцы селятся, если мы говорим про квартиры, то они останавливаются в кондоминиумах. Кондоминиумы – это такие жилые комплексы со своим бассейном, тренажерным залом, охраной, шлагбаумом, парковочными местами и так далее. То есть, если ты арендуешь там жилье, то ты можешь там жить. Ну, либо если у тебя есть друзья, ты тоже можешь туда их пригласить, и вы можете там находиться какое-то время. Но случайных людей туда не допускают. Я даже недавно видео записывал, и пришлось долго договариваться с охраной, чтобы просто на зеленом фоне с жильцом из этого дома записать интервью. И дома, вот как здесь, они располагаются в коттеджном поселке. То есть здесь тоже есть охрана, шлагбаум, и случайных людей сюда не пустят. Вот такие дела. То есть на Филиппинах население с деньгами старается сепарироваться от бедного населения, потому что, ну, само собой, бедность пахнет не очень хорошо, люди шумят, ставят караоке. Я когда искал жилье, мне хотелось найти жилье где-нибудь
где-нибудь поближе к обычным людям, чтобы можно было вот выходить на улицу, общаться. Но, с другой стороны, я понимаю, что если арендую жилье в таком месте, то там будет наверняка шумно, не очень приятно пахнуть, оно будет рядом с дорогой. Ну и плюс, хотя здесь страна очень безопасная, но все-таки мало ли там какие пьяные чуваки будут шататься ночью рядом с моим забором. И, конечно, мне вот, как такому более европейскому человеку, более приятно жить в таком цивилизованном месте. А если я хочу, так сказать, пообщаться с местными, всегда можно выйти за забор, и тут начинается вот такая прямо филиппинская жизнь, регги-стайл. Вот такая вот филиппинская атмосфера с таким вот транспортом. Я помню, когда я писал в прошлый раз видео про жизнь на Филиппинах с бюджетом $450, я ничего не сказал про транспорт. И много людей мне напомнило об этом, так что не будем совершать такую ошибку еще раз. Попытаемся втиснуться в этот тук-тук, и я вам расскажу про стоимость транспорта. Кстати, мне кажется, что вот эти тук-туки один из самых аутентичных способов перемещения, по крайней мере, на Мактане. И стоимость, вот если вы здесь ездите по округе, это примерно 50, 100, ну максимум $150, если вам нужно на другой конец острова ездить. К сожалению, транспорт не может ездить в Сибу, то есть он такой вот местечковый. Но в Сибу могут ездить другие варианты транспортов. Вот, кстати, еще один вид транспорта – это электротранспорт. Он тоже может кататься только по Мактану. Стоимость примерно такая же – 50-100 филиппинских песо. И, конечно, основным транспортом на Филиппинах являются мотобайки, бензиновые мотобайки. На них можно перемещаться между островами, да и вообще куда угодно. Это самый дешевый вид транспорта, и местные пользуются им с большим удовольствием. Причем мотобайки вы можете ловить не только на улице, но также и через приложение. На Филиппинах есть приложение Максим, приложение Joyride и ряд других. То есть вы вызываете это мотобайки просто как обычное такси, садитесь водителю за спину и едете на нужный вам адрес. Стоимость этого мототакси в 2-3 раза дешевле обычного такси и составляет от 50 до 200 филиппинских песо. 200 филиппинских песо – это максимальная стоимость, которую я платил за самую большую дистанцию здесь, на Филиппинах. Ну и, конечно же, самый распространенный вид транспорта здесь, как и во всем мире, это обычные такси. Вот на Сибу они белого цвета. Это обычные такси с счетчиком. Вы туда садитесь, водитель нажимает кнопочку и ведется отчет. И второй вид транспорта – это вот обычные люди, у которых есть машина, которые хотят подзаработать. И есть сервис вроде Яндекс.Такси. Здесь называется Grab. Причем это приложение Grab распространено во всей Азии, что во Вьетнаме, что в Таиланде, что в других странах. Вы можете им пользоваться просто одним приложением, и через него вы можете вызывать такси. И в некоторых странах, как, например, на Филиппинах, вы можете заказывать еду. Стоимость проезда на такси составляет от 100 филиппинских песо до 1000, наверное. То есть, например, чтобы добраться из Мактана до Сибу на такси, вы в среднем заплатите 600 филиппинских песо. Если вы едете на мототакси, 150 филиппинских песо. Вот такой вот разброс цен по транспорту. Ну и, конечно же, выгоднее всего это арендовать транспорт, что я вам и рекомендую. Стоимость аренды мотобайка на месяц составляет 7000 филиппинских песо в среднем, если мы говорим про Сибу. Если мы говорим про провинцию, это может быть еще дешевле. И да, вы можете кататься с российскими либо любыми другими международными правами 3 месяца. 3 месяца. Потом вам придется оформить местные права, что, в общем-то, довольно просто. Мы прибыли в местный торговый центр, он называется Гайсана. Такие торговые центры находятся в любом крупном городе.
Их огромное количество. И обычно на первом этаже таких торговых центров располагаются супермаркеты. На первом, либо на подвальном этаже. И сейчас мы идем именно туда. Возможно, моих зрителей заинтересует, как выглядит торговый центр на Филиппинах. Так что вот. В принципе, торговые центры в больших городах совершенно не отличаются. Правда, на Мактане возникает небольшое ощущение, что этот торговый центр немножко деревенский. В принципе, он выглядит как обычный торговый центр где-нибудь, даже в России. Обычные магазинчики, кафешки, бижутерия, цветы, ресторанчики. Но все равно ощущается некоторая такая провинциальность. Такого даже нет в Сибу. И почему так происходит, я понятия не имею. И вот видите, на первом этаже, просто уже на первом этаже находится супермаркет. И торговый зал здесь просто обширный. И я стою перед дилеммой. Вот сделать подробный обзор всех этих товаров, либо просто пробежаться по основным товарам здесь, чтобы вы примерно представляли уровень цен. Давайте сделаем все-таки второй вариант. Если вам требуется и вам интересен подробный обзор товаров и стоимости продуктов, бытовой химии и всех прочих товарных позиций, вы напишите мне в комментариях, я сделаю. Итак, приступаем. Рис 25 килограмм, 1400 филиппинских песо. Рис 300 филиппинских песо за 5 килограмм. Яйца 140 филиппинских песо за 10 штук. Подлетаем к овощам. Чеснок 33 филиппинских песо. Такой маленький пакетик. Чуть побольше 42 филиппинских песо. Картошка. Кто говорит, что нельзя найти картошку на Филиппинах, это неправда. Смело готовьте пюрешки и всякие супы. 4 картофельных 50 филиппинских песо. Да, картошка здесь дорогая, я сам офигел. Вот такой маленький пакетик 53 филиппинских песо. Если вы желаете покупать овощи дешевле, едьте на Карбон. У меня есть обзор на рынок на Филиппинах. Бананы 105 филиппинских песо за килограмм. Напоминаю, стоимость в супермаркете, а не на рынке. Арбузы 59 филиппинских песо за килограмм. Ананас 75 филиппинских песо за штуку. Какая стоимость мяса на Филиппинах в супермаркете? Бедрышки 260 филиппинских песо за килограмм. Ножки 239 филиппинских песо за килограмм. Целая курица 259 филиппинских песо за килограмм. Ножки 270 филиппинских песо за килограмм. Вырезка говядина 512 филиппинских песо за килограмм. Говяжий классный фарш 480 филиппинских песо за килограмм. Тут представлен довольно большой выбор мяса. Например, можно взять свинину 250 филиппинских песо за килограмм. Ну и так далее. Ценники вы можете видеть на своих экранах. Люди, которые приезжают на Филиппины, думают, что я здесь буду есть? Азиатскую кухню? А что, если я привык к славянской кухне, да, к российской, хочется там картошку пожарить или куриного супчика сварить. И все здесь это возможно. Можно легко купить все эти продукты в магазине и есть российскую еду хоть каждый день, особенно если вы любите готовить. Но все-таки вас ждет одно разочарование. Здесь нет подсолнечного масла. Но что я использую? Я использую кукурузное масло. Кукурузное масло практически, на мой вкус, не отличается от подсолнечного, а может в чем-то даже лучше. Вообще выбор масел тут огромный. Пальмовое масло самое дешевое. Но мне оно не нравится. А вот Хайлин, оно нравится. Она только его использует для готовки. Почему? Не знаю. Кукурузных масел выбор огромный. Вот это то масло, которое я покупаю. Мне оно больше всего нравится. Кокосовое масло в таких огромных больших коробках. И, конечно же, рапсовое, вроде рапсовое масло. И это еще не все. Так, что по поводу стоимости масел? Маленькая канистра кокосового масла стоит 570 песо. Кукурузное масло же подороже. Стоимость 370 филиппинских песо. Соевое масло стоит дешевле. 325 филиппинских песо за те же 2 литра. Выбор, как вы видите, огромный. А как же сыр, а как же масло? Масло здесь представлено большим количеством марок.
Я покупаю Анкор, это какое-то местное производство, и он довольно дешевый. Такая пачка масла стоит 155 филиппинских песо. Довольно вкусное сливочное масло. И также этим брендом представлен сыр. Плавленый сыр, стоит он 98 филиппинских песо. Вот за такую упаковочку, и там примерно 6 пластиков сыра. Если мы говорим про сыр гауда, про сыр моцарелла и такой подобный сыр, он, конечно, стоит дороже. Так что, если вы любитель сыров, ну, привозите из своей страны, потому что здесь его покупать дорого. И вот, если вы мне не верите, в качестве примера сыр моцарелла. 724 филиппинских песо вот за такую вот малограммовую упаковку. По-моему, это дорого. Как вы думаете? Сколько же денег у нас уходит на еду? Вот из моего опыта мы, когда идем в магазин, то оставляем где-то в среднем здесь 3000 филиппинских песо. Ходим мы в магазин раз в 3-4 дня. То есть это где-то $500 в месяц. $500 в месяц на двоих человек более чем реально. Если вы живете более экономно или вы приезжаете один, то, разумеется, у вас стоимость может варьироваться от 200 до $400 в месяц. Разумеется, если вы будете тратить деньги в ресторанах, то вы выйдете за рамки этого бюджета. Когда готовишь сам, получается экономичнее, да и повкуснее. Так, про что я вам еще не рассказал? Точно, мобильная связь. Пойдем посмотрим симки. Мобильная связь и мобильный интернет на Филиппинах представлены несколькими операторами. Во-первых, это оператор Globe, самый большой зоной покрытия. Самый распространенный тариф для Globe составляет 99 филиппинских песо за безлимитные звонки, СМС и 8 гигабайт на неделю. Таким образом, стоимость расходов составляет 400 филиппинских песо за месяц. И обычно людям хватает этих 32 гигабайт. Основным конкурентом Globe является Smart, потому что у Smart есть безлимитный тариф стоимостью 600 филиппинских песо в месяц, и вы можете пользоваться интернетом без ограничений. Но скорость Smart гораздо ниже, чем скорость у Globe. А также зона покрытия у Smart гораздо хуже, чем у Globe. Если вы приехали и вы пользуетесь Smart, то в один прекрасный момент вы можете остаться без связи, что не очень приятно, поэтому покупайте симки Globe. Да, Globe мне не платит за рекламу. Стоимость физической сим-карты составляет 80 филиппинских песо, что для Globe, что для Smart, что для других видов сим-карт. Вы можете пополнять баланс, либо покупая карты оплаты, как в старину в России, либо пополняя ее через системы оплаты вроде J-Cash. Также есть другие мобильные операторы вроде ТНТ, ТМ и так далее. Но все их мощности базируются в основном на сетях Globe и Smart. Ну, это как Тинькофф Мобайл в России. Вот вы можете видеть стоимость тарифов на ваших экранах, поставить видео на паузу и внимательно все рассмотреть. Сим-карты можно купить в магазинчиках вроде этого, а также они продаются в обычных продуктовых ларьках, потому что сим-карта — это фактически маленький конвертик с симкой внутри. Вы можете эту сим-карту самостоятельно вставить в телефон и самостоятельно зарегистрировать. Идти в какой-либо салон вам не потребуется, но сим-карту регистрировать обязательно, и это довольно просто через официальное мобильное приложение. Я надеюсь, этот ролик был информативный, и вы не потеряли ни минуты своего времени. Если вам по каким-то причинам ролик не понравился, то дайте мне обратную связь, поставьте дизлайк, напишите, что не понравилось. Если понравилось, то поставьте лайкос. А также, если вы живете на Филиппинах, пожалуйста, напишите свой бюджет, сколько вы тратите денег в месяц и на какое количество людей. А с вами был Артем, Хайлин и канал Филиппинские истории. До встречи в новых видосах. Пока-пока.